Абсолютно неожиданно сегодня даже для меня самого у меня на столе кланк. Но сегодня кланк будет очень необычный и который меня прямо заинтересовал. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geekmedia, на столе у меня сегодня кланк, и это версия кланка с механикой наследия. Что это значит? Это значит то, что вы будете вносить необратимые изменения в компоненты этой игры. Вы будете вписывать в карты, в игровое поле и даже в журнал компании вашей различные надписи, которые вы, конечно же, не сможете стереть, потому что делать это надо ручкой. Ну и наклеить, конечно же, отодрать вы отсюда от поля не сможете. Игра играется компанией, и желательно, конечно, в нее играть одним и тем же составом, чтобы проходить постепенно все главы поочередно. У нее две части игрового поля. Одна это это верхний мир, есть еще нижний мир, это другая часть игрового поля. И я прошу вас не присматриваться сильно к тому, что вы видите на игровом поле, потому что здесь уже достаточно много наклеек сделано. Компания в данном случае пройдена практически наполовину, и здесь уже много чего появилось. Поэтому, если вы не хотите испортить себе всякие сюрпризы и все испытать самим, то рекомендую вам не всматриваться в картиночки на этом игровом поле, а я постараюсь обойтись без спойлеров вам и как по сюжету, так и по поводу того, что вы будете открывать в ходе приключения, но при этом расскажу вам, чем же версия наследия, на мой взгляд, гораздо круче, чем базовая версия кланка. Итак, каждый из вас в начале игры, в самой первой партии, возьмет себе искателя приключений, выберет его, получит его коробочку, вот такую вот девственно чистую коробочку, откроет ее и получит из нее различные компоненты. Это набор карточек, это его кубики, так называемые кланки, его чашечку, которая будет давать 20 очков, вот там она у нас лежит в нашем офисе. И, как вы видите, на этой коробочке уже есть места, где можно будет что-то писать. Здесь, соответственно, вы будете продвигаться по сюжету потихонечку, а здесь вы будете выполнять ваши персональные миссии и задания. У каждого персонажа они немножко разные, и выполняя их, вы будете получать всякие различные бонусы, которые приведут вас к победе в конце кампании, если вам, конечно, повезет. В ходе игры очень часто будут встречаться вот такие символы. И это символы, которые отправляют вас к тому или иному абзацу специальной книги. Вот такой. Это книга секретов или книга тайн. И именно в этой же книге вы начнете свое приключение. Вот с этого пролога первой игры. Он вас отправит в путешествие по этому странному миру, где вы хотите собрать себе организацию наемников, искателей приключений, которые будут помогать местным жителям. Помогать им, к сожалению, обязательно, потому что иначе вы славы не получите. И вся книжка написана со здоровым чувством юмора, приколами. И в ходе даже первого пролога вам рассказывают, что всему вот этому тому, что вы хотели бы делать для получения славы и богатства, будет мешать дракон, который здесь летает, а также менее крепкие, но зато более часто встречающиеся культисты драконьего культа, которые будут, соответственно, бегать вам здесь мешать. Вот они будут появляться на игровом поле у вас рано или поздно, и вам надо будет с ними бороться. Правила игры для тех, кто играл уже в кланк, изначально, в самом начале, в первой партии, будут абсолютно понятны, и даже, в принципе, не нужно будет не перечитывать ничего, кроме того, как вам нужно взаимодействовать именно с самой компанией. За исключением того момента, что здесь вот леса, и на другой стороне грибные леса — это аналог ледяных пещер, то есть это клеточки, в которые вы, когда заходите, должны остановиться, а все остальное будет открываться вам по ходу кампании. У вас будут добавляться новые локации, то есть изначально на этом поле гораздо меньше локаций. У вас будут добавляться новые правила игры, у вас будут прям вклеиваться в книжку правил специальные стикеры. Вот, например, как вот этот, вот видите, да, вот здесь вот есть стикер. Они будут добавляться вам по ходу игры вот в такие вот пазы. И правила игры у вас будут все более объемными, но этим я вот люблю игры с механикой наследия, тем, что вы изучаете правила по ходу процесса игры. С каждой партии вам добавляется что-то новенькое, и вы, в принципе, зная и опробовав уже на игровом процессе те правила, которые были, с этим багажом идете дальше, получаете себе новые правила, добавляете их в свой рюкзачок багажа и идете дальше, изучая все новые и новые правила. К концу кампании вы знаете большой объем правил, но при этом вы не испытали никаких трудностей, потому что они вам давались порционно. Также, конечно, ни одна игра с механикой наследия не обходится без конвертов. В данном случае они будут большие и маленькие, и в них содержатся различные компоненты. Вот в этом, например, будут содержаться специальные карточки, которые будут давать вам задания и которые будут давать вам условия раскладки на каждую игровую сессию отдельно. А вот здесь вот будут лежать как раз всякие различные стикеры, которые вы будете выклеивать на поле и на другие карточки, и, возможно, даже вот сюда. Ну и, соответственно, патчборды — это новые жетоны, которые вы будете использовать в ходе игры, которые будут добавляться вам с новыми правилами. Не могу вам пока на данный момент сказать,
получите ли вы весь контент за одно прохождение этой игры, но очень надеюсь, что можно будет посмотреть, по крайней мере, практически все. Потому что мы кампанию не прошли пока, но хочется это сделать. Итак, для тех, кто не играл в Кланк, это игра на механике колдостроя, где вы в начале партии получаете себе колоду карт, в которой есть карты с некоторыми символами. Есть символы, соответственно, вашей валюты местной, за которую будете получать новые карточки, и есть символы шагов, за которые будете ходить по игровому полю. Также будут карточки с текстом «клац», и каждый раз, когда вы получаете карточку с текстом «клац», вы обязаны ее разыграть, вы будете докладывать сюда вот один клац. В итоге, с определенной периодичностью эти кубики будут забрасываться в мешок к дракону. И дракон будет выходить, доставая определенное количество этих кубиков из мешка. То есть мы достаем 2 кубичка и смотрим. Если черные выпали, то никому ничего не произошло. Но если выпадут кубики вашего цвета, они будут выкладываться вот сюда вот на эти треки. И если эти треки дойдут до конца, вы погибли. С этих треков можно снимать жетончики, если вы лечитесь. Но ваша цель, самое главное, потому что эта игра еще и азартная, и игра-гонка в каком-то плане, это добежать куда-то, получить сокровища, такие вот большие шестиугольные жетоны, и вернуться с ними на вашу базу. Потому что как только вы это сделаете, вы зафиксируете себе победные очки, а всем остальным игрокам придется поторопиться, потому что дракон начнет ходить чаще и чаще доставать их кубики из мешка, и тем самым, возможно, убьет их рано или поздно. А если вы умерли, то, скорее всего, никаких победных очков вы не получите. Здесь, конечно, есть небольшое послабление, вот эта вот линия. Если вы успели дойти до нее и умерли там, то очки, которые на вас были, вы, конечно, заберете себе. Но, с другой стороны, если вы вернетесь до самой своей базы, то вы спокойненько получите еще специальные дополнительные 20 очков, а в игре побеждает тот, кто набрал больше всего очков. Очки мы получаем за следующие вещи. За артефакты, которые притащили, это большие шестигранные жетончики. И при этом, чем дальше от входа находится артефакт, тем обычно больше очков он приносит. То есть, смотрите, вот здесь ножичек лежит, он дает всего 5 очков. А вот здесь лежит кольцо с изумрудом, и оно дает 18 очков. Также вы будете зарабатывать деньги. Деньги можно зарабатывать как на карточках, которые будете разыгрывать с руки, так и можно будет получать в ходе переворачивания различных жетонов. То есть, например, там перевернули где-то какой-то специальный жетончик, получили за это денежку. Также в ходе игры можно будет покупать различные предметы, делать это в городах, вот типа таких, и там, соответственно, закупаться. И эти предметы, кроме того, что дают вам очки победные в конце игры, все, что зелененьким отмечено победные очки, они будут давать вам определенные свойства. То есть, например, если у вас есть лодка, вы сможете пробираться по рекам. А если у вас есть мешочек, то вы сможете тащить второй артефакт. А так артефакт можно носить всего один. В ходе игры вы будете каждый свой ход брать 5 карт, то есть вы будете брать их в конце своего хода предыдущего по-настоящему, и разыгрывать их в свой ход. Например, у меня есть один шаг, и я мог бы своим товарищам одним пойти вот сюда, за один шаг. Как только оказался там, я мог подобрать себе этот предмет. Или мог бы отказаться от этого в надежде на то, что я уйду дальше. А также у меня есть 4 денежки, на которые я мог бы купить различные карты. Карты покупаются за их стоимость вот здесь. То есть я могу взять себе действие, которое позволит мне исследовать, а это значит, что я получил бы и 2 денежки, и 1 сапожок в следующий раз, когда я бы эту карту использовал. Также вы будете собирать себе союзников, будете бороться с монстрами. Для монстров нужны специальные символы, типа вот таких мечей. То есть если у вас есть наемник, хотя и вы сами наемник, вы могли бы разыграть эту карту, чтобы использовать 2 меча и применить их здесь, победить этого монстра. Есть карты, которые будут давать вам сразу эффекты, когда вы только ее приобрели или только ее победили. Есть карты, которые будут давать вам эффекты, когда вы находитесь в игре. А есть и карты, которые будут давать вам эффекты, если у вас в рамках одной вашей руки, вашего розыгрыша, были несколько других карт, какие-то специальные. А будут некоторые карты, которые будут давать вам эффекты в зависимости от того, что у вас было разыграно уже в этот ход. Те карты, которые вы разыграли, они отправляются в сброс, вы тянете новые 5. Те карты, которые вы купили, они также отправляются в сброс. И рано или поздно, когда у вас все остальные карты также идут в сброс, вы замешаете себе эту колоду с более мощными картами, которые вы уже накупили, потянете себе новые 5, и, возможно, там уже окажутся те карты, которые вы приобрели. Но если не окажутся в этой руке, то окажутся в следующей руке. То есть, в любом случае, качать колоду вам выгодно. И это базовая механика игры Кланк. То есть, вы будете бегать, стараться убежать как можно дальше, сделав как можно меньше кланков. То есть, тех самых клацев, которые привлекают дракона. Потому что чем меньше ваших кубиков вот здесь, тем чаще дракон выкидывает не ваши кубики из мешка, а значит, урон получаете не вы. Кроме этого, есть парочка всего лишь изменений к правилам базового кланка. Это то, что, например, если в мешке в какой-то момент не осталось кубиков, то партия заканчивается. Также партия заканчивается, соответственно, если все либо умерли, либо добежали до базы. И тогда считаются победные очки. И это в целом плюс-минус все изменения к правилам. Но что самое главное, на мой взгляд, и приятное, это то, что к игре добавился сюжет и кампания. И даже если бы это было все без механики наследия, но вы просто могли пройти кампанию в Кланк, на мой взгляд, это было бы очень круто. Но когда это сочетается с тем, что у вас появляются новые компоненты на игровом поле, вы прокладываете новые дорожки, наклеиваете новые места, и постепенно даже ваши колоды изменяются, не только добавляют туда новые карты. То есть не только вот из этой специальной коробочки у вас будут добавляться карты, которые вы будете добавлять и в колоды, и отдельно будут влиять вам на сюжет.
Но и на сами карты, в том числе, будут делаться наклейки. И на жетоны, как видите здесь, тоже будут делаться наклейки. Не говоря уже о самом игровом поле. И вот на конкретно этом примере механика наследия работает очень хорошо. Здесь каждая партия дает вам нечто новое. И каждую следующую партию вы ждете, потому что есть некоторый элемент сюрприза и ожидания новых открытий. Каждая партия продвинет вас по сюжету, то есть по тексту, и вы узнаете что-то новенькое о том, как ваша злосчастная корпорация, которая хочет продавать услуги наемников, действует и живет и продвигается в этом мире. Ну и плюс, соответственно, в самой игре достаточно много всего меняется и появляются новые элементы. Опять же, всегда интересно посмотреть другую сторону игрового поля. Я вам не буду показывать ее специально. Если вам было недостаточно объяснения того, как работает именно сам клан в базе, то я рекомендую посмотреть обзор вот здесь. Вот один достаточно свеженький был недавно, где я рассказывал про то, как работает механика колдостроя и про то, как работает механика колдостроя конкретно в кланке. А вот если вы хотели узнать, что за сюжет кроется в кланке наследия, каким образом вы будете изменять игровое поле и что конкретно у вас будет меняться от игры к игре, какие будут новые правила появляться и чем эта игра обрастет в ходе более чем десятка партий, то это вам надо будет поиграть в игру. А для вас могу сказать то, что если вы являетесь фанатом кланка, то для вас эта игра, наверное, просто обязательная, потому что это уникальное кланковое впечатление, которое будет абсолютно другим и не таким, как к которому вы привыкли, играя партию за партией в одну и ту же игру, или, например, даже выкладывая в кланке катакомбах разные подземелья каждый раз. Но и для тех, кому кланк не очень нравится, это будет очень интересное настольное приключение, в котором каждый играет сам за себя, но при этом вы немножечко играете вместе, потому что дракон-то пьет вас всех. Поэтому, если вы хотите себе игру, где механика наследия работает хорошо, и вы не боитесь портить компоненты, потому что, да, эта игра фактически одноразовая. То есть авторы, как всегда, говорят о том, что у вас потом создастся уникальное игровое поле, на котором вы сможете играть с уникальными компонентами. Но имейте в виду, что самую большую часть удовольствия вы получаете именно за прохождение и за открытие нового в игре, в которой вам постоянно что-то новенькое приносится. И это все на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока!